Wi-Fi 7 в каждый ноутбук. Да, это уже в 2026 году я могу сказать, что именно в каждый ноутбук. Вот этот вот адаптер, это Intel BE200. Это Wi-Fi 7 адаптер. Intel очень долго держала за одно причинное место всех владельцев ноутбука, не позволяя ему работать на AMD. Такое было, но дело в том, что Mediatek долго не сидела, не ждала и выпустила свой известный адаптер MT7927. А вот он уже подходит и под Intel, и под AMD, и поддерживает Wi-Fi 6 в 320 МГц, мультилинк, Bluetooth 5.4, и это не пустые слова. Сегодня мы с вами его поставим в мой ноутбук. Это у нас Asus ROG Strix. Очень, кстати, интересный ноутбук. Я его когда-то делал на него обзор. Это мой повседневный ноутбук. Я даже не помню, как он называется. Это Zephyrus, господи, вот он. Это точно Zephyrus? Я потерялся. Ну, короче, этот конкретно на Intel Core Ultra 9 275HX на 5080 RTX, а второй наш комп на 4090 у Леши, монтажника нашего. И там у нас стоит AMD Ryzen 9, при этом один из последних. Там вы тоже увидите сейчас на скриншоте, когда я буду уже показывать его монтаж. По поводу форм-фактора. Есть он вот именно сейчас в таком форм-факторе. Обязательно, пожалуйста, это NGFF ключ E. Вы должны понимать, что ваш ноутбук такое поддержит, просто скинув крышку. Например, в моем ноутбуке есть легкий доступ. Да, я могу, допустим, просто взять и скинуть крышку, и у меня даже отключается батарея автоматически. Это специальный геймерский ноутбук, где это все предусмотрено, стоит вот он здесь. Я его вижу и уже понимаю, что он подойдет сюда. NGFF формат. Мне нужно просто скинуть вот этот вот скелет. Это все делается очень-очень просто, и поэтому вот за это я Asus ROG Strix и очень люблю. Ну и, конечно же, тесты. Тесты. Для тестов мы будем использовать Asus ROG Raptor GT BE 19000. Говорю сразу, он поддерживает и мультилинк, и 6 ГГц, и 320 МГц. И при этом он 10 гигабитный, для того, чтобы мы поняли, какую максимальную скорость мы сможем получить из этого адаптера. Это важно. Ссылки в описании под видео, как и ссылки на наш AliExpress канал, где мы публикуем актуальные промокоды и, конечно, на очень популярные товары и очень редкие иногда товары по типу вот таких вот Wi-Fi 7 адаптеров. Поэтому советую подписаться. Ну и, конечно, если вы в Украине не знаете, где купить проверенные ТВ-боксы, то technozone.com.ua, ну или tv-technozone.com.ua, это подписки на все украинские сервисы. Очень дешево, официально. Подписались? Поехали. Начнем с того, сколько стоит данная плата, да, данный маленький адаптер. EDUP или EDAP MT7927, Wi-Fi 7 трехдиапазонный, 2,4 ГГц, 5 и 6 ГГц, и подходит для Intel и AMD. Вот это главное, то есть универсальный в отличие от BE200. Ну, здесь они нам Коминсуны свои, вернее, Коминсуны свои любимые. И давайте посмотрим. MLO поддерживает, мы сейчас проверим. Поддерживает 320 МГц с коннектом 5764 мегабита. 4К CAM поддерживает. И, слушайте, вообще, прикольно. А? Bluetooth 5.4. И, ну, само у него формат M2 NGFF KE форм-фактор. Поддерживается и Linux, и Windows, но только 11 64 бит, потому что Windows 10, хотя можно его там запустить, она сама по себе не поддерживает 6 ГГц диапазон. И Linux ядро 6.8+. Также поддерживает мульти-RU, кроме MLO. 5.4 Bluetooth, это мы уже поняли. Вот так вот он выглядит. И что у нас тут? Больше ничего интересного, но мы это уже сейчас посмотрим с вами на сборочке. Давайте так, мы с вами переходим. Сейчас его и установим. А ну как мультилинк, опять же. А потом обязательно протестируем с вами скорость всех этих диапазонов. Так, мы раскрутили все, что нам надо. Давайте снимем защиту. Это у нас экран, скажем так, это называется. Давайте. Открыли, сняли. И здесь у нас стоит с вами, какой модуль смотрим. И здесь у нас стоит Intel BE200.
стандартный Intel BE200, который уже, честно говоря, достал всех своей совместимостью только с Intel процессорами. Да? Мы с вами уже проговорили, что поддерживает не только Intel процессы, а и поддерживает и AMD. Наконец-то. Давайте вытаскиваем его и будем менять уже на что-то стоящее, скажем так. Не-не-не. Берем наш EDUP. Или EDAP, правильнее сказать. МТшечка, да? Вот такая вот. Видно все? Отлично. Супер, супер. И она чудесно становится на место именно этого модуля. Чудесно. Мы сейчас это все дело теперь соберем, чтобы не забирать ваше время. И уже вернемся на тесты. Так, смотрите. Ноут уже установлен. Мы сразу с вами переходим в, ну у меня сбоку стоит, чтобы вы понимали. Это у нас процессор Intel Core Ultra 9. Intel Core Ultra 9. Кстати, 275 HX. Крутой проц, вообще невероятно. Знаете, что у меня за ноут? Я делал на него обзор, кстати, с нейральным процессором. Смотрите, блин, прикол. И с каким видеоадаптером? Это RTX 5080. Прикольно. Так, смотрим. Mediatek Bluetooth модуль. Он его нашел, но сразу говорю. Вот он конкретно MT7927. Сразу вас предупреждаю. Для того, чтобы установить драйвер, драйвера в Индии нет и он не подтянется. Ссылки на драйвер мы выложили вам в нашем телеграм-канале. Ссылки на драйвер вы можете скачать и на Bluetooth. Отдельно он идет и на сам по себе Wi-Fi модуль, поэтому можете там закачивать, все там есть. На нашем втором ноутбуке с Ryzen 9 7945HX у нас этот вот MT7927 тоже поднялся без проблем. Если посмотреть на сам по себе Wi-Fi, давайте опустимся, да, он на AMD тоже 802.11be Wi-Fi 7 показывает. Использовать будем роутер BE 19000. Как мы видим, у нас используем 37 канал, брали средний, потому что там 4 пары, у нас, вернее, 2 пары, 4 канала идет ширина. Это включая 160 МГц и включая 320 МГц. Скорость будем именно замерять на вот таком вот моменте. И начинаем тестировать конкретно 6 ГГц. Давайте посмотрим сначала с вами Connect. Мы видим 6 ГГц, 37 канал, 5764 мегабита у нас Connect. И давайте стартуем на нашу 10 гигабитную ноду и видим 3,7, даже 4 было в пике, 4 гигабита. 3,7 средняя гигабита. Это невероятно. То есть этот адаптер отлично отрабатывает Wi-Fi 7 320 МГц в 6 гигагерцовом диапазоне. 3,7 гигабита загрузка на 3 гигабита выгрузка. Отлично. Давайте сейчас еще разочек проверим. Давайте. 3,7 на 2 941. Стартуем еще раз для того, чтобы получить конкретно стабильный показатель. 3,7. Давайте 3,8 даже. 3,8. Это шикарный показатель. Шикарно. 3,8 гигабит на 2 на 3 на 3. Все. Даже на 3,4. Да ладно. Вопросов именно к Wi-Fi 7 нет. Он его полностью поддерживает. 5-гигагерцовый Wi-Fi у нас держит Connect 2,8 гигабита. Ну, у нас здесь будет на загрузку, наверное, меньше, чем на выгрузку. На выгрузку будет около 2 гигабит. Давайте стартанем. То же самое. Мы видим, он резво доходит 1,6. 1,7 было в пике, один раз проскочило. Сейчас среднюю возьмет. 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 фактически дошло. Ну, средняя 1585, это потому что снизу стартануло. На отдачу 2 гигабита. То есть в среднем вообще в серии тестов я получал 2 гигабита на загрузку и 2 гигабита на выгрузку на данном адаптере на ПК именно в 5 гигагерцовом Wi-Fi. Давайте проверим 2,4. Смотрите, Connect на 2,4 мы тестировали на 20 МГц ширины. Объясню, потому что 20, ну давайте, Asus BE, 20 МГц ширины, и мы получаем Connect 344 мегабита. То есть, если я поставлю 40, то будет где-то 567. Но мне интересно было именно на 20 МГц максимальная скорость. Почему? Потому что обычно ее используют IoT устройства, ну и 20 МГц дают самую большую дальность для покрытия. То есть, если вы поставите 40, то 2,4
4 вообще толку никакого не будет в квартире. То есть поэтому я тестирую по низу, и этому есть логичное объяснение. Вы это сами прекрасно понимаете. 120 на загрузку и 140 на выгрузку. Ну, в МЛО тестировать, я вам покажу, что МЛО он поддерживает, тестировать там скорость нет смысла, потому что вы получите то же самое, что на 6 ГГц, оно упирается в эту часть. Это уже больше про ширину канала. Вот, смотрите, сейчас обновим страничку, потому что мы уже реконнектнулись. Asus MLO у нас есть. И тут Wi-Fi 7, 6100 на 6100. Ну, почему-то 5 ГГц не видит, но это не от модели зависит, именно не от самого адаптера зависит, а зависит от самого роутера. И получается так, что мы с вами работали в 160 МГц в 5 ГГц, 320 в 6, 20-40 миксованный, ну, тестирует оно всегда на 20. И получается у нас еще работало в МЛО, смотрите. Вот в настройках, сам вообще все по умолчанию было, я не морочился с тонкими настройками, ничего не делал. Хотя здесь можно добавить и AdGuard, и разные вообще моменты, это многосвязочная операция. Короче, я в принципе готов пройти и сделать выводы по данному адаптеру. Увидели тесты? В качестве выводов скажу, это невероятно. Это классные адаптеры, при этом, ну, можно брать, они универсальные. Если BE200 не лишен был своих проблем, то какие-то апгрейдженные драйвера нужны, то еще какой-то момент. Да, ограничения, допустим, в ND11 мы имеем, то есть в ND 10 уже не пойдет. Да, там есть форм-факторы на ультриках, где вот есть вот такой вот фактор, именно другой форм-фактор вот этих вот чипов. Но вы должны понимать, что ваш ноутбук его поддерживает. Рекомендую, классно работает, на постояночку оставил себе. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.